Более 50 разных циферблатов, большой выбор разных сменных ремешков, круглосуточный мониторинг сердечного ритма, удобное управление сторонними устройствами через смарт-браслет, 90 режимов тренировок, напоминание о превышении частоты сердечного ритма, порог которого можно же, разумеется, настроить, мониторинг дневного и ночного сна, и это хорошо, плюс влагозащита, разумеется. И это все в новинке от Realme, компактного и легкого дизайна. Сейчас все расскажу. 1002 на YouTube, всем виват, вы на канале Пользы.нет. Меня зовут Саня, на канале только быстрые обзоры, которые всегда подкреплены тестами. Большинство из них я провожу онлайн на стримах, много конкурсов, условия которых, разумеется, в описании. 5 Mi Band 6 серии разыгрывается за лайк, подписку и комментарий к любому видео ежемесячно на канале для стримов. И сегодня я быстро расскажу о умном браслете Realme Band 2. Полетели. Распаковка. Коробка изготовлена из тонкого картона. Оформление в стиле Realme, желтый фон, название и спеки на английском. Легкий запах клея, разумеется, присутствовал. Внутри все компактно уложено в пластик. В комплект входит смарт-браслет с ремешком, магнитная база для зарядки с двумя контактами, и примагничивается она к браслету на ура. И последнее — это руководство пользователя на английском языке. Выбор цвета самого смарт-браслета не разнообразный, а именно один, который вы видите на экране. А вот ремешков на замену достаточно много, как говорится, на любой вкус и цвет. Смарт-браслет имеет прямоугольную форму с округленными углами. Ремешки тактильно приятные, но жесткие. Сменяются, конечно, не по кнопке, но тоже достаточно просто. Габариты без ремешков составляют 24 на 46 на 12 мм. Вместе с ремешками размер составляет 259 мм на 24 на 12 мм. А весит браслет вместе с ремешком всего 28 граммов. Немного, правда? На руке ощущается достаточно легким и компактным, смотрится аккуратно и во время движения дискомфорта не доставляет. Корпус изготовлен из пластика с тыльной части и металлической рамки. На корпусе располагаются датчики измерения пульса и SPO2. Два контакта для зарядки и все, никаких физических кнопок не предусмотрено. Летим дальше. На борту TFT-дисплей с диагональю 1,4 дюйма, и разрешение он имеет 167 на 320 пикселей. Шима у дисплея, разумеется, нет, максимальная яркость 500 нит, рамки у экрана приличные, а подбородок еще больше, но только потому, что внизу отмечена полоска и сенсорная кнопка «Домой». В солнечную погоду нет никаких затруднений разглядеть все, что необходимо на дисплее, плюс бликов здесь по минимуму. При поднятии руки срабатывает подсветка с небольшой задержкой в долю секунды, хоть и заметно, но не критично. А вот если руку опустить, то дисплей мгновенно блокируется. Интерфейс внутри полностью на русском языке качественного перевода. Установить сторонние приложения на смарт-браслет нельзя. Входящие вызовы можно только поставить на беззвучный режим или сбросить. Поговорить через браслет тоже нельзя. Уведомления приходят с большой задержкой, на данный момент текст отображается, а вот смайлики нет. Иконки приложений показывает, к примеру, иконки Телеграма, Gmail и ВК. Доступна функция Bluetooth кнопки через часы. Камеры, разумеется, на самих часах нет, только кнопка спуска. Есть возможность управления музыкой через часы с регулировкой громкости. Нагрудный датчик подключить, разумеется, нельзя. Пульсу воздуха не измеряют. Также есть мониторинг менструального цикла, кому нужен. Выбор циферблатов обширный, более 50 штук. И свою фотографию на заставку устанавливать можно. Ура! Виджеты внутри можно изменять и переставлять для личного удобства. Меню небольшое, тренировок по умолчанию 14. В целом имеется на выбор 90 режимов. Но остальное можно установить через приложение. Вводные режимы также на борту. Далее данные о занятии спортом, частота сердечных сокращений, насыщение кислорода в крови, активность, сон, стресс, погода, уведомления, приложение Realme Link, музыка, будильник, найти телефон, настройки и так далее. В настройках набор функций маленький. Яркость, время отключения экрана, и максимально можно выставить только 15 секунд, что не особо удобно, и Always on Display не завезли. Настройка вибро, здесь 3 уровня: поднятие для выхода из режима сна, выключение, перезагрузка, сброс и информация об устройстве. Сон учитывают дневной и ночной, что хорошо. Отчет всегда можно посмотреть в приложении. Как выглядит отчет о здоровье, вы сейчас видите на экране. Вибромоторчик слабоват, разбудить с утра может только с маленькой вероятностью, либо вы, если чутко спите. Емкость аккумулятора 240 мАч, время автономной работы 22 часа 50 минут, без подзарядки при максимальном использовании и с частыми тренировками. За 55 минут, в которые входит 30 минут тренировки, ушло 4%. Быстрая зарядка есть, за 5 минут у меня набежало 10%, что очень даже неплохо. За 10 минут браслет заряжается на 25% и полностью заряжается за 45 минут. Bluetooth версии 5.1, к часам можно подключить наушники и любые другие девайсы Realme и управлять доступным функционалом. Например, для наушников Realme Buds Air Pro доступна только активация, отключение игрового режима и переключение режимов шумоподавления. Многозадачность в них присутствует, можно одновременно включать секундомер и перейти к настройкам наушников в приложении Realme Link. Влагозащита заявлена до 50 метров погружения, значит, купать их можно. После моих тестов водой с ними все в порядке, все работает как и прежде. Хорошо. Приложение для браслета
браслета Realme Link доступно как на Android, так и на iOS устройствах. Переведено полностью на русский, есть внутри разделение на 4 вкладки. Первая главная, на которой видны все подключенные девайсы и можно подключать другие. Вторая — отчет об активности и здоровье. Следующая вкладка — поиск, в которой можно создавать пару с устройствами и задавать сценарий, например, для лампы устанавливать время включения. И последняя — личная информация, ваш личный аккаунт. Для часов из настроек имеется выбор циферблатов, настройка вызовов и уведомлений, весь спектр доступных тренировок, поиск браслета, активация управлением камерой и музыкой через часы, а также обновление прошивки. И мне буквально вчера прилетело новое обновление, что радует. Также можно настроить частоту отслеживания сердечных сокращений, доступно 5, 10, 20 и 30 минут. Карту передвижения во время тренировок строят, но только с помощью GPS-телефона. Внутри GPS нет. Из минусов не приходят уведомления, нельзя подключить нагрудный датчик, большие рамки на экране и нет GPS своего. Разумеется, нет поддержки сим-карты, никаким образом туда ничего не установить и не скачать никакую музыку. Покупал я их за $39. Если промокоды посмотрите в моем телеграм-канале по ссылке в прикрепленном комментарии, вдруг на момент вашего просмотра появятся скидки, я туда обязательно скину промики. Резюмирую, компактный легкий дизайн и упрощенный функционал подойдет, к сожалению, не всем. Но тем не менее, своих денег они правда будут стоить, когда устранят проблему с оповещениями. Либо покупайте смартфоны Realme, с ними проблем нет. Логично, что это такая себе альтернатива Mi Band 6, в котором уже есть NFC, но кому-то, я однозначно уверен, понравится. В конце концов, это не попса, это что-то другое. Не забудьте подписаться на канал с колоколом, участвуйте в розыгрышах. Девайсу от меня скромное да. Добра и удачи вам, дорогие друзья.